хотела поговорить о причинах Первой мировой войны. Это первая часть, всего их будет две. Итак, выявление причин Первой мировой войны остается дискуссионным вопросом. Первая мировая война началась на Балканах 28 июля 1914 года, а военные действия закончились 11 ноября 1918 года, в результате чего 17 миллионов человек погибли и 25 миллионов получили ранения. Более того, гражданскую войну в России во многих отношениях можно считать продолжением Первой мировой войны, как и различные другие конфликты, непосредственно после 1918 года. Ученые, рассматривающие долгосрочную перспективу, пытаются объяснить, почему две соперничающие группы держав, Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя против Российской империи, Франции, Британской империи, вступили в конфликт к началу 1914 года. Они рассматривали такие факторы, как политическая, территориальная, экономическая конкуренция, милитаризм, сложная сеть союзов и объединений, империализм, рост национализма и вакуум власти, созданный упадком Османской империи. Другие важные долгосрочные или структурные факторы, которые часто изучаются, включают неразрешенные территориальные споры, предполагаемое нарушение европейского баланса сил, запутанное и фрагментированное управление, гонку вооружений и дилеммы безопасности, культ наступления и военное планирование. Ученые, стремящиеся к краткосрочному анализу, сосредотачиваются на лете 1914 года и задаются вопросом, можно ли было остановить конфликт или же более глубокие причины сделали его неизбежным. Среди непосредственных причин были решения, принятые государственными деятелями и генералами во время июльского кризиса, который был спровоцирован убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда националистом Гаврила Принципом, которого поддерживала националистическая организация в Сербии. Кризис обострился по мере того, как к конфликту между Австро-Венгрией и Сербией присоединились их союзники Россия, Германия, Франция и в конечном счете Бельгия и Соединенное Королевство. Другие факторы, которые сыграли свою роль во время дипломатического кризиса, приведшего к войне, включали неправильное восприятие намерений. Например, вера немцев в то, что Британия сохранит нейтралитет, фаталистическую веру в неизбежность войны и плюс скорость, с которой кризис обострился. Все это связано с задержками и недоразумениями в дипломатических сообщениях. Кризис последовал за серией дипломатических столкновений между великими державами Италией, Францией, Германией, Великобританией, Австро-Венгрией и Россией по европейским и колониальным вопросам за десятилетия до 1914 года, которые привели к высокой напряженности. А причину публичных столкновений можно проследить в изменениях в балансе сил в Европе, которые происходили с 1867 года. Консенсус относительно истоков войны остается недостижимым, поскольку историки расходятся во мнениях по ключевым факторам и по-разному акцентируют внимание на множестве факторов. Это усугубляется тем, что исторические аргументы меняются с течением времени, особенно по мере того, как становятся доступны засекреченные исторические архивы, а также по мере изменения взглядов и идеологии историков. Самое глубокое разделение среди историков существует между теми, кто рассматривает Германию и Австро-Венгрию как движущие силы событий, и теми, кто фокусируется на динамике власти среди более широкого круга действующих лиц и обстоятельств. Вторичные линии разлома существуют между теми, кто считает, что Германия намеренно планировала европейскую войну, теми, кто считает, что война была в значительной степени незапланированной, но все же была вызвана главным образом тем, что Германия и Австро-Венгрия пошли на риск, и теми, кто считает, что некоторые или все другие державы, Россия, Франция, Сербия, Великобритания, сыграли более значительную роль в развязывании войны, чем традиционно предполагалось.
июня 1914 года эрцгерцог Франц Фердинанд, предполагаемый наследник австро-венгерского престола, и его жена София были застрелены 2 выстрелами из пистолета Сараева Гаврила Принципом. Это убийство имело большое значение, поскольку Австро-Венгрия восприняла его как экзистенциальный вызов и таким образом рассматривала как создание повода для войны с Сербией. Императору Францу Иосифу I было 84 года, и поэтому убийство его наследника, совершенное незадолго до того, как он, вероятно, должен был передать корону, было расценено как прямой вызов империи. Многие министры в Австрии, особенно Бертольд, утверждали, что нужно отомстить. После убийства Австро-Венгрия стремилась нанести военный удар по Сербии, продемонстрировать свою собственную силу и ослабить сербскую поддержку югославского национализма, рассматривая его как угрозу единству своей многонациональной империи. Однако Вена, опасаясь реакции России, главного сторонника Сербии, добилась гарантии от своего союзника Германии, что Берлин поддержит Австрию в любом конфликте. Германия гарантировала свою поддержку посредством так называемого карт-бланша, полная свобода действий, но призвала Австро-Венгрию быстро атаковать, чтобы локализовать войну и избежать втягивания России. Однако австро-венгерские лидеры будут совещаться до середины июля, прежде чем решат предъявить Сербии жесткий ультиматум и не нападут без полной мобилизации армии. Тем временем Франция встретилась с Россией, подтвердила свой союз и согласилась поддержать Сербию против Австро-Венгрии в случае войны. Австро-Венгрия выдвинула свой ультиматум Сербии 23 июля. Прежде чем Сербия ответила, Россия отдала приказ о тайной, но заметной частичной мобилизации своих вооруженных сил. Хотя военное руководство России знало, что оно еще недостаточно сильно для всеобщей войны, оно считало, что недовольство Австро-Венгрии Сербии было предлогом, организованным Германией, и считало силовой ответ лучшим вариантом действий. Частичная мобилизация в России, первая крупная военная акция, повысила готовность Сербии противостоять угрозе нападения Австро-Венгрии. Это также встревожило руководство Германии, которое ранее не предполагало необходимости воевать с Россией раньше Франции. В то время, как Соединенное Королевство было присоединено к союзу с Россией и Францией, многие британские лидеры не видели веских причин для военного вмешательства. Великобритания неоднократно предлагала выступить посредником, а Германия давала различные обещания попытаться обеспечить британский нейтралитет. Однако, опасаясь возможного захвата Германии и Франции, Британия вступила в войну против Германии 4 августа и использовала немецкое вторжение в Бельгию для мобилизации народной поддержки. Очевидная причина вооруженного конфликта, убийство эрцгерцога, уже стала побочным эффектом более масштабной европейской войны. В августе 1914 года журнал The Independent описал убийство Франца Фердинанда и его жены в июне как прискорбную, но относительно незначительную причину. Финансовая система мира находится в хаосе, международная торговля приостановлена, промышленность повсюду деморализована, семьи разрушены, и миллионы мужчин в Европе взялись за оружие с намерением убивать друг друга. Можно усомниться в том, что эрцгерцог стоит всей этой бойни, добавил журнал. В журнале обсуждались и отвергались этническая принадлежность, раса, религия, национальность
национальные интересы как мотивы для войны. The Independent пришла к выводу, что так нелепа и трагична ситуация, возникшая в результате выживания устаревшего суеверия о балансе сил, то есть теории о том, что процветание одной нации наносит ущерб другим. Большинство людей, вовлеченных в нынешний конфликт, не имеет ни расового антагонизма, ни экономических интересов в качестве оправдания для вражды. Они не более враги, чем красные и синие, на которых делится армейский корпус для учебных маневров. Но теперь ружья заряжены, и тем, кто их носит, нечего сказать о том, в кого они будут стрелять. Единственная неожиданная вещь в нынешней европейской войне – это дата ее начала, добавил журнал. Позже, в том же месяце, ни одна война в истории не ожидалась так долго, к ней так тщательно готовились, и так тщательно все обсуждалось не только в тайных советах, но и в прессе всех стран. Каждый европейский солдат знал, где хранятся его униформа и винтовка. Он также думал, что знает, где ему предстоит сражаться, с кем ему предстоит сражаться и когда. Чтобы понять долгосрочные истоки войны 1914 года, важно понять, как державы сформировались две конкурирующие группы, у которых были цели и враги. К августу 1914 года обе группы включали Германию и Австро-Венгрию с одной стороны и Россию, Францию и Великобританию с другой. В 1887 году сближение Германии и России было обеспечено посредством секретного договора о перестраховании, заключенного Отто фон Бисмарком. Однако в 1890 году Бисмарк отстранился от власти, и действие договора было прекращено в пользу двойственного союза 1879 года между Германией и Австро-Венгрией. Это развитие событий приписывалось графу Лео фон Каприви, прусскому генералу, сменившего Бисмарка на посту канцлера. Утверждается, что Каприви признал личную неспособность управлять европейской системой так, как это делал его предшественник, и поэтому современные деятели, такие как Фридрих фон Гольштейн, посоветовали ему следовать более логичному подходу, в отличие от сложной и даже двуличной стратегии Бисмарка. Таким образом, договор с Австро-Венгрией был заключен, несмотря на готовность России внести поправки в договор о перестраховании и пожертвовать положением, называемым очень секретными дополнениями, которое касалось турецких проливов. Решение Каприви также было продиктовано убеждением, что договор о перестраховании больше не нужен для обеспечения нейтралитета России. Не обладая способностью к стратегической двусмысленности Бисмарка, Каприви проводил политику, направленную на то, чтобы заставить Россию добросовестно принять обещание Берлина и поощрять Санкт-Петербург. То есть Петербургу вступить в прямое взаимопонимание с Веной без письменного соглашения. К 1882 году двойственный союз был расширен и включена была Италия. В ответ Россия в том же году заключила франко-русский союз, прочные военные отношения, которые должны были продлиться до 1917 года. Этот шаг был продиктован потребностью России в союзнике, поскольку она переживала массовый голод и рост антиправительственной революционной активности. Альянс постепенно выстраивался на протяжении многих лет, начиная с того момента, когда Бисмарк отказался от продажи российских облигаций в Берлине, что привело Россию на парижский рынок. Это положило начало расширению финансовых связей России и Франции, что в конечном итоге помогло поднять франко-русскую антанту на дипломатическую и военную арены. Стратегия Каприви, по-видимому, сработала, когда во время начала боснийского кризиса 1908 года Германия успешно потребовала от России отступить и демобилизоваться. Когда позже Германия попросила Россию о том же, Россия ответила отказом, что в конечном итоге способствовало ускорению войны. Некоторые отдаленные истоки Первой мировой войны можно увидеть в результатах и последствиях франко-прусской войны и одновременного объединения Германии. Германия одержала решительную победу и создала могущественную империю, но Франция погрузилась в хаос и пережила многолетний спад своей военной мощи. После аннексии Германии и Эльзаса-Лотарингии между Францией и Германией усилилась вражда. Аннексия вызвала широкое негодование во Франции, породив стремление к мести, известное как реваншизм. Настроения французов были основаны на желании отомстить за военные и территориальные потери и вытеснения Франции как выдающейся континентальной военной державы.
Бисмарк опасался стремления Франции к реваншу и добился мира, изолировал Францию и уравновесив амбиции Австро-Венгрии и России на Балканах. Последние годы жизни он пытался умиротворить французов, поощряя их зарубежную экспансию. Однако антигерманские настроения сохранялись. Франция в конечном счете оправилась от своего поражения, выплатила военную контрибуцию и восстановила свою военную мощь. Однако Франция была меньше Германии по численности населения и промышленности, и поэтому многие французы чувствовали себя неуверенно рядом с более могущественным соседом. К 1890 годам стремление к реваншу за Эльзас-Лотарингию уже не было главным фактором для лидеров Франции, но оставалось силой в общественном мнении. Жюль Камбон, посол Франции в Берлине, упорно трудился, чтобы добиться разрядки, но французское правительство понимало, что Берлин пытается ослабить Антанту и не был искренним в стремлении к миру. Французский консенсус заключался в том, что война неизбежна. После смещения Бисмарка в 1890 году усилия Франции по изоляции Германии увенчались успехом. С образованием тройственной антанты Германия начала чувствовать себя окруженной. Министр иностранных дел Франции Теофиль Дель Кассе приложил немало усилий, чтобы добиться расположения России и Великобритании. Ключевыми вехами были Франко-Русский союз 1894 года, Сердечное соглашение с Великобританией 1904 года и Англо-Русская конвенция 1907 года, которая привела к образованию тройственной антанты. Неформальное сближение Франции с Великобританией, ее формальный союз с Россией против Германии и Австрии в конечном итоге привели к тому, что Россия и Великобритания вступили в Первую мировую войну в качестве союзников Франции. Британия отказалась от своей политики блестящей изоляции в 1900-х годах после того, как она была изолирована во время Второй Англо-Бурской войны. Немного поясню насчет блестящей изоляции. Блестящая изоляция – термин, используемый для описания британской дипломатической практики XIX века, заключавшийся в избегании постоянных союзов, особенно в период с 1885 по 1902 год. В 1902 году был заключен Англо-Японский союз. Сам термин был придуман в январе 1896 года канадским политиком Джорджем Фостером. И далее Великобритания заключила соглашение, связанное с колониальными делами со своими двумя основными колониальными соперниками, с Францией, англо-французское сердечное соглашение в 1904 году, и Россией, англо-русское соглашение 1907 года. Некоторые историки рассматривают присоединение Великобритании главным образом как реакцию на напористую внешнюю политику Германии и наращивание военно-морского флота с 1898 года, что привело к англо-германской гонке военно-морских вооружений. Другие ученые, в первую очередь американо-шотландский историк Нил Фергюсон, утверждают, что Британия предпочла Францию и Россию Германии, потому что Германия была слишком слабым союзником, чтобы обеспечить эффективный противовес другим державам, и не могла обеспечить Британии имперскую безопасность, которая была достигнута соглашениями Антанты. По словам британского дипломата Артура Николсона, для нас было гораздо невыгоднее иметь недружественных Францию и Россию, чем недружественную Германию. Фергюсон утверждает, что британское правительство отвергло предложение Германии о союзе не потому, что Германия начала представлять угрозу для Великобритании, а наоборот, потому что они поняли, что она не представляет угрозы. Тройственную антанту часто сравнивают с тройственным союзом, но многие историки предостерегают от такого сравнения. Антанта, в отличие от тройственного союза, не была союзом взаимной обороны, и поэтому в 1914 году Британия чувствовала себя свободной принимать свои собственные внешнеполитические решения. Как отметил представитель Министерства иностранных дел Великобритании Айра Кроу, фундаментальный факт, конечно, заключается в том, что Антанта – это не альянс. В случае крайней необходимости может оказаться, что в нем вообще нет вещества, ибо Антанта – это не более чем образ мысли, взгляд на общую политику, который разделяют правительства стран, но который может быть или становиться настолько расплывчатым, что теряет всякое содержание. Серия дипломатических инцидентов между 1905 и 1914 годами усилила напряженность в отношениях между великими державами и укрепила существующие связи, начиная с первого марокканского кризиса.
Первый марокканский кризис был международным спором между мартом 1905 и маем 1906 годов о статусе Марокко. Кризис ухудшил отношения Германии как с Францией, так и с Великобританией, помог обеспечить успех союза Великобритании и Франции. По словам историка Кристофера Кларка, англо-французский союз был скорее усилен, чем ослаблен вызовом Германии и Франции в Марокко. Из-за этого кризиса Испания обратилась к Соединенному Королевству и Франции и подписала Картахенский пакт 1907 года. Испания получила британскую помощь в строительстве нового линкора класса «Испания». В 1908 году Австро-Венгрия объявила о своей аннексии Боснии и Герцеговины. Это заявление нарушило хрупкий баланс сил на Балканах и привело в ярость Сербию и подславянских националистов по всей Европе. Ослабленная Россия была вынуждена смириться с унижением, но ее Министерство иностранных дел по-прежнему рассматривало действия Австро-Венгрии как чрезмерно агрессивные и угрожающие. Ответом России было поощрение пророссийских и антиавстрийских настроений в Сербии и других балканских провинциях, что вызвало опасения Австрии по поводу славянской экспансии в регионе. Имперское соперничество подтолкнуло Францию, Германию и Великобританию к борьбе за контроль над Марокко, что привело к кратковременной панике войны в 1911 году. В конце концов, Франция установила протекторат над Марокко, что усилило напряженность в Европе. Второй марокканский кризис стал результатом ввода значительных сил французских войск во внутренние районы Марокко в апреле 1911 года. Германия отреагировала отправкой корабля в марокканский порт 1 июля 1911 года. Главным результатом стали более глубокие подозрения между Лондоном и Берлином и более тесные военные связи между Лондоном и Парижем. Британская поддержка Франции во время кризиса укрепила отношения с Францией и Россией, усилила англо-германское отчуждение и углубила разногласия, которые вспыхнут в 1914 году. Кризис был частью пятилетней борьбы внутри британского кабинета между радикальными изоляционистами, империалистическими интервентами, либеральной партией. Интервенты стремились использовать тройственную антанту для сдерживания немецкой экспансии. Радикальные изоляционисты добивались согласия на официальное одобрение кабинетом министров всех инициатив, которые могли привести к войне. Однако к интервентам присоединились два ведущих радикала Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль. Знаменитая речь Ллойд Джорджа в особняке от 21 июля 1911 года разозлила Германию и ободрила Францию. Кризис побудил министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея, либерала и французских лидеров заключить секретное военно-морское соглашение, согласно которому Королевский военно-морской флот будет защищать северное побережье Франции от нападения Германии, а Франция согласилась сосредоточить французский военно-морской флот в западном Средиземноморье и защищать там британские интересы. В Итало-турецкой войне королевство Италия нанесло поражение Османской империи в Северной Африке в 1911-12 годах. Италия легко захватила важные города, но ее армии не удалось продвинуться далеко вглубь. Италия захватила османскую Триполитанию, и теперь главное значение Первой мировой войны заключалось в том, что стало ясно, что ни одна великая держава, по-видимому, не желала поддерживать Османскую империю, что проложило путь к Балканским войнам. Кристофер Кларк заявил, Италия начала захватническую войну с африканской провинцией Османской империи, запустив цепочку оппортунистических нападений на османские территории по всему Балканскому полуострову. Система географического равновесия, которая позволяла сдерживать локальные конфликты, была уничтожена. Балканские войны были двумя конфликтами, имевшими место на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе в 1912 и 1913 годах. 4 балканских государства победили Османскую империю в Первой войне. Одно из них, Болгария, потерпела поражение во Второй войне. Османская империя потеряла почти всю свою территорию в Европе. Австро-Венгрия, хотя и не участвовала в боевых действиях, была ослаблена, поскольку значительно расширившееся королевство Сербия настаивало на объединении всех южных
славян. Балканские войны усилили международную напряженность между Россией и Австро-Венгрией. Это также привело к усилению Сербии и ослаблению Османской империи и Болгарии, которые в противном случае могли бы удержать Сербию под контролем, нарушив таким образом баланс сил в Европе по отношению к России. Первоначально Россия согласилась избежать территориальных изменений, но позже, в 1912 году, она поддержала требования Сербии. Многие были против требований Сербии. Сербское правительство потерпело неудачу, потребовало перераспределения трофеев Первой Балканской войны, и России не удалось заставить Сербию отступить. Сербия и Греция объединились против Болгарии, которая ответила превентивным ударом по их войскам, и таким образом началась Вторая Балканская война. Болгарская армия быстро распалась, Балканские войны подорвали союз Германии с Австро-Венгрией. Отношение правительства Германии к просьбам Австро-Венгрии о поддержке против Сербии изначально было разделенным и непоследовательным. После заседания Германского военного совета от 8 декабря 1912 года стало ясно, что Германия не готова поддержать Австро-Венгрию в войне против Сербии и ее вероятных союзников. Кроме того, немецкая дипломатия до, во время и после Второй Балканской войны была прогреческой, прорумынской, выступала против растущих проболгарских симпатий Австро-Венгрии. Результатом стал огромный ущерб отношениям между обеими империями. В сентябре 1913 года стало известно, что Сербия вторгается в Албанию, а Россия ничего не делает, чтобы сдержать это. Сербское правительство не будет гарантировать уважение территориальной целостности Албании. В итоге Сербии был направлен ультиматум. В нем содержалось требование к Сербии эвакуироваться из Албании в течение 8 дней. После того, как Сербия подчинилась, Казер нанес поздравительный визит в Вену, чтобы попытаться исправить часть ущерба, нанесенного ранее. К тому времени Россия в основном оправилась от своего поражения в русско-японской войне, и расчеты Германии и Австрии были продиктованы опасением, что Россия в конечном итоге станет слишком сильной, чтобы ей можно было бросить вызов. Вывод состоял в том, что любая война с Россией должна была начаться в течение ближайших нескольких лет, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Первоначально франко-русский альянс был создан для защиты Франции и России от нападения Германии. В случае такого нападения оба государства провели бы совместную мобилизацию, поставив Германию перед угрозой войны на два фронта. Однако на альянс были наложены ограничения, так что по сути он носил оборонительный характер. На протяжении 1890-х и 1900-х годов французы и русские ясно давали понять, что границы альянса не распространяются на провокации, вызванные авантюрной внешней политикой друг друга. Например, Россия предупредила Францию, что альянс не будет действовать, если французы спровоцируют немцев в Северной Африке. Точно так же французы настаивали на том, что русские не должны использовать альянс для провоцирования Австро-Венгрии или Германии на Балканах, что Франция не признает на Балканах жизненно важный стратегический интерес для Франции или России. Но все изменилось. В конце 1911 года, особенно во время Балканских войн, мнение Франции изменилось, и она признала важность Балкан для России. Более того, Франция четко заявила, что если в результате конфликта на Балканах разразится война между Австро-Венгрией и Сербией, Франция поддержит Россию. Таким образом, характер альянса изменился, и Сербия теперь стала важным фактором безопасности для России и Франции. Война на Балканах, независимо от того, кто начал такую войну, привела бы к тому, что альянс отреагировал бы, рассматривая конфликт как казус федерис, спусковой механизм для союза. Кристофер Кларк описал это изменение как очень важное событие в системе, которое сделало возможными события 1914 года. Отто также согласен с тем, что Франция стала значительно менее заинтересована в сдерживании России после австро-сербского кризиса 1912 года и стремилась подбодрить Россию против Австрии. Российский посол передал послание Пуанкаре, в котором говорилось, что если Россия начнет войну, Франция также начнет войну. Это был кризис, вызванный назначением офицера императорской армии Германии Отто Лимана фон Сандерса командовать первым армейским корпусом Османской империи, охранявшим Константинополь и последующими возражениями России. В ноябре 1913 года министр иностранных дел России Сергей Сазонов пожаловался в Берлин, что миссия Сандерса была открыта враждебным актом.
В дополнение к угрозе внешней торговли России, половина которой проходила через турецкие проливы, миссия подняла вопрос о возможности нападения Османской империи под руководством Германии на российские черноморские порты, и это поставило под угрозу планы России по экспансии Восточной Анатолии. Было достигнуто компромиссное соглашение о назначении Сандерса на менее высокопоставленную и менее влиятельную должность генерального инспектора в январе 1914 года. Когда началась война, Сандерс оказал лишь ограниченную помощь османским войскам. Историки предупреждают, что в совокупности предшествующие кризисы не следует рассматривать как аргумент в пользу того, что Европейская война была неизбежна в 1914 году. Хотя миссия Халдейна в феврале 1912 года не смогла остановить англо-германскую гонку военно-морских вооружений, однако она внезапно приостановилась в конце 1912 года, когда Германия сократила свой военно-морской бюджет. В апреле 1913 года Великобритания и Германия подписали соглашение по африканским территориям Португальской империи. Русские снова стали угрожать британским интересам в Персии и Индии. Британцы были глубоко раздражены несоблюдением Санкт-Петербургом условий соглашения, заключенного в 1907 году, и начали чувствовать, что какое-нибудь соглашение с Германией могло бы послужить полезным исправлением положения. Несмотря на печально известное интервью 1908 года в The Daily Telegraph, в котором подразумевалось, что кайзер Вильгельм хотел войны, он стал рассматриваться как хранитель мира. После марокканского кризиса англо-германские войны в прессе, ранее являвшиеся важной чертой международной политики в течение первого десятилетия века, практически перестали упоминаться. В начале 1913 года Герберт Генри Асквит заявил: общественное мнение в обеих странах, похоже, указывает на тесное и дружеское взаимопонимание. Прекращение гонки военно-морских вооружений, ослабление колониального соперничества и расширение дипломатического сотрудничества на Балканах – все это привело к улучшению имиджа Германии и Великобритании накануне войны. Британский дипломат Артур Николсон писал в мае 1914 года: «С тех пор, как я работаю в Министерстве иностранных дел, я не видел таких спокойных вод». Немецкий посол Карл Макс Лихновский выразил сожаление по поводу того, что Германия действовала поспешно, не дождавшись британского предложения о посредничестве в июле 1914 года, чтобы получить шанс.